Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Очень часто получаю вопросы: Марина, какую базу вы используете? Поэтому решила сделать целый выпуск с обзором на мои базовые покрытия. Поехали! Посмотрим, у меня есть целый органайзер, в котором стоят базовые, топовые покрытия, насадки, масла для кутикулы. Сегодня мы с вами будем проходиться именно по базовым покрытиям. Если вам понравится такой обзор, ставьте пальчик вверх и пишите в комментариях, тогда мы сделаем обзор на топовые покрытия. Кстати, этот органайзер очень удобный, мы его покупали вместе с вами в Fix Price, и если вы не видели этот ролик, тоже обязательно посмотрите, очень интересный. А мы приступим к обзору базовых покрытий. Я их достану сначала отсюда и затем вам расскажу про каждое из них. Как видите, тут не так много брендов собрано. И на самом деле это не значит, что эти базы самые лучшие или лучше всего держатся. Просто это те, которыми мне комфортно работать. У меня есть и другие базы в арсенале, но это те, которыми работаю регулярно, на постоянной основе. Тут у нас получается серия баз бренда Uno. База Elastic, если посмотреть на ее консистенцию, она достаточно густая, база пластичная, поэтому подходит в качестве подложки под гибкие ногти и те, на которых ничего не держится. Служит как подушка, прослойка между натуральным ногтем и искусственным материалом. Натуральный ноготь изгибается, твердый материал неподвижен, поэтому нам нужно поставить такую пластичную базу между слоями. Следующую базу я выделю Uno Rubber, которая является одной из самых популярных среди мастеров. Мне очень нравится ее короткая кисть, я знаю, это на любителя, не всем комфортно работать такой, но мне очень удобно. База является кислотной, поэтому не ставим ее на проблемные ногти, на перепиленные, истонченные, так как это может привести к образованию ожога ногтевой пластины, если наносить базу объемными слоями, а также если использовать очень мощную лампу и включать максимальный режим мощности. Дальше у нас идет Uno Lux Rubber Base. По своим свойствам она похожа на Uno Rubber. И следующая база это Uno Strong. Она является твердой, но, честно говоря, при ее тестировании выяснилось, что она больше не твердая, а все-таки армирующая. То есть она дает некоторую пластичность, гибкость, но не является хрупкой, как твердые материалы. База средняя по консистенции. Следующая база, которую я использую, от бренда Mystique, одна из моих самых любимых, Eco Base. Пластичная база, идеально в качестве подложки, опять же, перед моделированием, перед укреплением, за счет того, что она гнется, подходит под большинство типов ногтей. И что самое важное, эта база низкокислотная, она не действует разрушающе на ногтевую пластину. Обязательно ее стоит наносить на праймер для улучшения сцепки. И, возможно, если у клиента проблемные перепиленные ногти, она будет держаться хуже. Поэтому в моем арсенале несколько видов баз. Нельзя купить одну базу и использовать ее на всех ногтях, на всех клиентах. Базу нужно подбирать индивидуально, исходя из особенностей ногтевой пластины. Так вот, если ногти гибкие или нам нужна подложка, я всегда выбираю Eco Base. Еще одна база в их линейке называется Classic. Она имеет очень жидкую консистенцию. Это база для скоростных мастеров. С такой базой у вас выравнивание будет получаться буквально за несколько секунд. Также она идеальна для выполнения коррекций, то есть когда нам нужно слегка немного достроить материалом зону, отросшую у кутикулы. И новая база от Mystique, она называется Cold, то есть холодная, и не выделяет чрезмерного тепла во время полимеризации в лампе. Хотя, признаться, мои тонкие чувствительные ногти все равно улавливают небольшую теплоту, но она незначительна по сравнению с предыдущими базами. Следующая база Gelish или Gelish Foundation. Именно с нее началось выравнивание ногтевой пластины. Это одна из первых баз, вышедших на рынок, имеет среднюю консистенцию и очень хорошую адгезию с ногтевой пластиной. И если у клиента проблемы в носибельности, я, как правило, делаю подложку из этой базы. Даже чувствуется кислотный запах, который свидетельствует о том, что будет хорошая сцепка. Следующая база от Leonail, и называется она жидкий полигель. Эта база очень густая,
и она армирующая. То есть она будет немного изгибаться, не будет давать усадки. Иногда при отрастании покрытия вы можете увидеть на поверхности неровности, которые произошли через несколько недель после нанесения материала. Так вот, это и есть усадка. Данный материал не будет ее создавать, но при этом такая твердая база будет хорошо держаться на нормальной ногтевой пластине. А для проблемных ногтей все-таки потребуется подложка из более пластичного материала. И еще одна база от Эмень, Rubber Base, которая является универсальной, подходит для выравнивания, имеет среднюю консистенцию, легко разравнивается. База кислотная, поэтому имеет хорошую сцепку с ногтевой пластиной. И это были только прозрачные материалы. И дальше это целая батарея просто из камуфлирующих гель-лаков. Я очень люблю камуфлирующие оттенки, и тут у меня в основном бренд Mystique и Linta. Эти базы я люблю за их скорость разравнивания, за их среднюю консистенцию. А у Mystique посмотрите, сколько оттенков. Тут просто на любой вкус и цвет. Сейчас вам продемонстрирую выравнивание этими базами. Возьмем белую молочную с мелким шиммером. Epic. Сейчас очень популярен такой оттенок. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Делаем тонкую подложку, влажный пол. Набираем базу. Кстати, минус этих баз в том, что они расслаиваются, так как стоят в одном положении, поэтому перед нанесением следует их перемешать. И посмотрите, буквально пару движений, база жиденькая и сама образует ровную поверхность. Я даже ничего не делала. Мы можем немного с вами перевернуть, подождать несколько секунд и отправить в лампу на просушку. Ну, давайте еще несколько цветов. Тут какую ни возьми, любая будет красивая. Вот тут как раз видно, что цвет расслоился, пигмент разошелся, поэтому мы берем с вами базу и аккуратно ее перемешиваем. Также можно поставить в теплое место, в теплую водичку, для того, чтобы база немного разжижилась и проще перемешалась. Не делайте вот таких вот взбалтывающих движений вверх-вниз, потому что внутри покрытия будут образовываться пузыри, которые вам впоследствии будут тяжело убрать. Либо иногда внутри флакона я делаю вот такие покручивающие движения. И теперь наша база стала однородной. Снова делаем влажный пол, подложку, по ней будет лучше распределяться материал. Набираем нужное количество базы, протягиваем до свободного края и буквально несколько зигзагообразных движений по двум сторонам. Очень красивый оттенок, просто как конфетка. Как раз тут посерединке образовался пузырик, мы его прокалываем при помощи кисти из флакона или дополнительной тонкой кисти. Снова переворачиваем на несколько секунд, и выравнивание уже готово. Вот такие красивые блесточные цвета. Я думаю, вы с клиентом точно найдете, что выбрать. Базы имеют небольшую остаточную липкость. И еще мои любимые базы от Linta. Белая база, которая не желтит после полимеризации, но молочная имеется в виду. Моя, как я уже сказала, любимая кисть. И средняя консистенция, которая легко и быстро разравнивается. Возможно, если вы новичок и еще не приловчились выполнять выравнивание базой, то вам будет не так-то просто уследить за материалом, чтобы он не затек и никуда не убежал. Я обожаю такие консистенции, которые сами разравниваются по поверхности, нам только стоит немного подправить кистью. Тут в камуфлирующих у меня также стоит прозрачная база от Linta, также имеет хорошую адгезию и низкую кислотность. У данного бренда базы идут парой, например, есть база Marshmallow и Marshmallow Sheen, то есть с шиммером. И вы уже с клиентом решаете, какую выбрать. Конечно, и самому можно сделать базу с шиммером, просто добавив пигмент или втирку вовнутрь базы. Вот, например, на этих ногтях у меня это база Sheen. Тут я сама себе выполняла наращивание на гелевые типсы. Если вам также интересна тема гелевых типс, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И сейчас вам продемонстрирую ту базу, которая просто вызывает больше всего вопросов под моими видео. Что это за база? Какая красивая конфетка?
это как раз-таки Линта Маршмеллоу. Нежнейший светло-розовый оттенок. Его, кстати, очень классно наносить под пастельные оттенки, которые плешивят, которые трудно наносить. Такая база поможет их нанести более равномерно и не будут видны проплешины. Еще одна база молочная, которая мне понравилась, Cosmolac 17 Cover Rubber Base. Молочная база, которая также не желтит. Единственное, она имеет более густую консистенцию. То есть, если мне нужно выложить больше архитектуру или, например, сделать выравнивание на квадрат, то я возьму эту базу, а не предыдущую молочную. Но и это еще не все. Тут у меня коробка с цветными базами. Помимо цветных, тут есть очень важный материал. Это топ и базовое покрытие от Kinetics, которое не содержит хема и подходит тем людям, тем клиентам, кто страдает аллергической реакцией на гель-лак. Это незаменимая палочка-выручалочка. Поэтому, если у клиента вдруг проблема, возникает аллергия, попробуйте эти базы и топ. У меня на канале есть видео, где мы пробовали эти материалы на реальном клиенте, у которого и ожог ногтевой пластины, а также аллергия. Конечно, это не панацея, и, возможно, данные материалы кому-то не подойдут, потому что все-таки все базы, все материалы – это химия. Но в нашем случае они сработали, материалы, и я очень рада, что смогла помочь той модели. Какие же цветные базы есть у меня в этой коробочке? От бренда Louis Philippe, также бренда от Mystique. Не забываем, что их нужно перемешивать. Еще одна Louis Philippe, еще несколько Louis Philippe, неоновая коллекция, пастельная. А также и другие базы, которые я заказывала на сайте Wildberries для обзора. Но вообще, мне кажется, у меня на канале есть уже все видео, поэтому если вам интересен обзор цветных баз, найдите, поищите в поиске это видео. Цветные базы я использую редко, и если вы посмотрите ролик про них, вы поймете, что помимо плюсов, в них также есть и много минусов. Отдаю предпочтение цветным моделирующим гелям. Такое видео с обзором на мои базы у нас получилось. Понравилось? Ставьте пальчик вверх, поддержите меня и это видео. Смотрите и другие ролики с обзорами на материалы. Ну я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!